Уже надоело рассказывать. Да что вы думаете? Право, скучно, рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя. Но извольте, я расскажу, только ей-ей, последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи. Однако ж, не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит, ей-богу, обморочит. Вот извольте видеть, нас всех у отца было 4. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет 11. Так и нет же. Не 11. Я помню, как теперь. Когда-то как раз побежал было на четвереньках и стал лаять по-собачьи. Батька закричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома, тебе женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак». Дед был еще тогда жив и на ноги. Пусть ему легко и кнется на том свете, довольно крепок. Бывало, вздумает. Да чё ж это так рассказывать, а? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что в самом деле? Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать, так слушать. Батька еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню, только 2 или 3 воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он 3-годового брата приучать заранее чумаковать. Нас осталось дед, мать, я да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень. Взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было, нельзя сказать, чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибуля, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Но оно при том же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынью. Да из окрестных хуторов, бывало, несут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее. Что деду более всего любо было, то, что Чумаков каждый день возов 50 проедет. Народ, знаете, бывалый, пойдет рассказывать, только уши развешивай. А деду это все ж равно, что голодному галушке. Иной раз бывало случится встреча с старыми знакомыми. Деда всякий уже знал. Можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье. Тара-тара, тара-тара, тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было. Ну и разольются, вспомянут, Бог знает, что когда-шнее. Раз, ну вот право, как будто теперь случилось, солнце стало уже садиться, дед ходил по баштану и снимал с ковунов листья, которыми прикрывал их днем, чтобы не попеклись на солнце. «Смотри, Остап!» — говорю я брату. «Вон чумаки едут!»
«Где чумаки?» — сказал дед, выложив значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы. По дороге тянулось точно вазов 6. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедший шагов, как бы сказать, на 10, он остановился. «Здорово, Максим! Вот привел Бог, где увидеться!» Дед прищурил глаза. Здорово, здорово! Откуда Бог несет? И болячка здесь! Здорово, здорово, брат! Что за дьявол? Да тут все! И Крутокрыщенко, и Печерица, и Ковелек, и Стечка, здорово! И Гага, го-го! И пошли целоваться! Валов распрягли и пустились пастись на траву. Вазы оставили на дороге, а сами селись в спружок впереди куреня и закурили люльки. Да куда же уже тут до люлек? За рассказнями да раздобарами вряд ли по одной досталось. После полдника стал деда почивать гостей дынями. Вот каждый, взявший по дыне, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят на свете. Пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть. Обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот. «Что же вы, хлопцы, — сказал дед, — рты свои разинули? Танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка, казачка! Фома, берись в боки! Ну вот так, гей-гоп!» Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая, теперь уж не пойду так. Вместо всех выкрутасов ноги только и спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте, так как будто их что-нибудь дергает. «Смотри, Фома, — сказал Остап, — если старый хрен не пойдет танцевать, что же вы думаете?» Не успел он сказать, не вытерпел старичина. Захотелось, знаете, прихвастнуть перед чумаками. «Вишь, чертовы дети, разве так танцуют?» «Вот как танцуют!» — сказал он, поднявши на ноги, протянув руки и ударив каблуками. Но ничего сказать. Танцевать-то он танцевал, так что хоть бы и с гетманшею. Мы посторонились, и пошел старый хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только он дошел, однако ж, до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихрь какую-то свою штуку. Не поднимаются ноги, да и только. Что за пропасть? Разогнался снова, дошел до середины, не берет. Ну, хоть делай, что хочешь, не берет, да и не берет. Ноги как деревянные стали. Вишь, дьявольское место, а? Вишь, сатанинское наваждение. Впутается же Ирод в рот рога человеческого. Но что же делать, а? Страму перед чумаками
пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть до середины. Нет, не вытанцовывается, да и полно. Эх ты, шельмовский сатана, а! Чтоб ты подавился гнилою дыней, чтоб еще маленьким не сдохнуть, собачий сын. Вот на старость наделал стыда какого. И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся. Ни Баштану, ни Чумаков, ничего назади. Впереди по сторонам гладкое поле. Вот тебе на! Начал прищуривать глаза. Место, кажись, не совсем незнакомое. Сбоку лес. Из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть? Да это голубятня, что у попа в огороде. С другой стороны тоже что-то сереет. Вгляделся. Гумно волосного писаря. Во куда затащила нечистая сила, а? Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было. Белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру», — подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. Вишь! Встал дед и руками подперся в боки. И глядит. Свечка потухла. Вдали и немного подалее загорелась другая. «Клад!» — закричал дед. «Я ставлю, Бог знает что, если не клад!» И уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. Эх, жаль. Но кто знает, может, стоит только поднять дерн, а он и лежит, голубчик. Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после. Вот, перетянувши сломленную, видно, вихрем порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть, мелькнул плетень. Ну так не говорил ли я, подумал дед, что это попова левада. Вот и плетень его. Теперь и версты нет до Баштана. Поздненько, однако ж, пришел он домой, и галушек не захотел есть. Разбудивши брата Осипа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И тогда тот начал было спрашивать, а куда тебя, дед, черти дели сегодня? Не спрашивай, сказал он, завертываясь еще крепче. Не спрашивай, Остап, не то посидеешь. И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось? Нечего сказать, хитрая была бестия, дай Боже ему царствие небесное, умел отделаться всегда, иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать.
На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сыровцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес, промеж деревьев вьется дорожка, и выходит в поле, кажись, та самая. Вышел и на поле, место точь-точь вчерашнее. Вон и голубятня торчит, но гумна не видно. Нет, это не то место. То стало быть подалее. Нужно, видно, поворотить к гумну. Поворотил назад, стал идти другою дорогою. Гумно видно, а голубятни нет. Опять поворотил поближе к голубятне. Гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну. Голубятня пропала. Голубятне гумно пропало. Эх, чтобы ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть. А дождь пустился, как будто из ведра. Вот, скинувши новые сапоги и обернувши в хусту, чтобы не поковырялись от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез на курень, промокший насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать сквозь зубы и приголубивать черта такими словами, каких я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы верно покраснел, если бы случилось это среди дня. На другой день проснулся, смотрю, уже дед ходит по баштану, как ни в чем не бывало, и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился. Стал пугать меньшого брата, что обменяет его на кур вместо арбуза, а пообедавши, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть, и дал нам забавляться дынею, свернувшуюся в 3 погибели, словно змею, которую называл он турецкой. Теперь таких дынь я нигде не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались. В вечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы: проклятое место! Зашел на середину, где не вытанцовывалось позавчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле. С одной стороны торчит голубятня, а с другой — гумно. Ну, хорошо, что догадался взять с собою заступ. Вон и дорожка, вон и могилка стоит, вон и ветка навалена, вот-вот горит и свечка. Как бы только не ошибиться! Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка погасла. На могиле лежал камень, заросший травою. Этот камень нужно поднять, подумал дед,
и начал обкапывать его со всех сторон. «Велик проклятый камень, а! Вот, однако ж, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. Гу! Пошло по долине. Туда тебе и дорога. Теперь живее пойдет дело». Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести его к носу, как вдруг над головой его чихи! Чихнуло что-то так, что покачнулись деревья, и деду забрызгало все лицо. «Отворотился хотя бы в сторону, когда хочешь чихнуть», — проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся. Никого нет. Нет, не любит, видно, черт табаку, продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. Дурень же он, и такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать. Стал копать. Земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звякнуло, выкидавши землю, увидел он котел. «А, голубчик, вот где ты!» — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ. «А, голубчик, вот где ты!» — запищал птичий нос, клюнувший в котел. Посторонился дед и выпустил заступ. «А, голубчик, вот где ты!» Заблеяла баранья голова с верхушки дерева. «А, голубчик, вот где ты!» Заревел медведь, высунувший из-за дерева свое рыло. Дрожь проняла деда. «Да тут страшно слово сказать!» — проворчал он про себя. «Тут страшно слово сказать!» — пискнул птичий нос. «Страшно слово сказать!» — заблеяла баранья голова. «Слово сказать!» — рявкнул медведь. «Гм!» — сказал дед и сам перепугался. «Гм!» — пропищал нос. «Гм!» — проблеял баран. «Гм!» — заревел медведь. Со страхом обратился он. «Боже ты мой, какая ночь! Ни звезд, ни месяца, вокруг провалы, под ногами круча без дна, над головою свесилась гора, и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него, и чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя, нос, как мех в кузнице, ноздри хоть по ведру воды влей в каждую, губы, ей-богу, как две колоды, красные, очи выкатились наверх, и еще язык высунула и дразнит. «Черт с тобою!» — сказал дед, бросив котел. «На тебе и клад твой, экая мерзкая рожа!» И ударился было бежать, да огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему. Это только
пугает нечистая сила. Принялся снова за котел. Нет, тяжел. Что делать? Тут же не оставить. Вот, собравши все силы, ухватился он за него руками. Ну, разом, еще и вытащил. Ух, теперь понюхать табаку. Достал рожок. Прежде, однако ж, чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько. Нет ли кого? Кажись, что нет. Но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, нос поморщился и вот так и собирается чихнуть. Нет, не понюхаю табаку, подумал дед, спрятавший рожок. Опять заплюет сатана очень. Скорее схватил котел и давай бежать. Сколько доставало духу, только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам. «Ай-яй-яй!» – покрикивал только дед, ударив во все мочь, и так добежал до попового огорода, когда только перевел немного дух. Куда это зашел дед? Думали мы, дожидаясь 3 часа. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет, да и нет деда. Стали опять вечерять сами. После вечери вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды. Как видит, идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было так темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев шаля спрятался сзади и подталкивает ее. Вот, кстати, сюда вылить помои, сказала она и вылила горячие помои. «Ой!» – закричала басом. «Глядь! Дед! Ну, кто его знает? Ей-богу, думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а право смешно показалось, когда седая голова деда вся была окутана в помои и обвешана корками с арбузов и дыней. «Вишь, чертова баба!» — сказал дед, утирая голову полою. «Как опарила! Как будто свинью перед Рождеством! Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес!» — сказал дед и открыл котел. Что же вы бы думали, такое было там? Ну, по малой мере подумавши хорошенько, золото. Вот то-то, что не золото, ссор, дрязг, стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл. И с той поры заклял дед и нас верить когда-либо черту. Не подумайте,
говорил он часто нам, все, что не скажет враг Господа Христа, все солжет собачий сын, у него правды и на копейку нет. И бывало, чуть только услышит старик, что в ином месте неспокойно, а ну-ка, ребята, давайте крестить, закричал он нам, так его хорошенько, и начнет класть кресты, а то проклятое место, где не вытанцовывалось, загородил плетнем, велел кидать все, что не есть непотребного, весь бурьян и сор, который выгребал из баштана. Так вот, как морочит нечистая сила человека. Я знаю хорошо эту землю. После того нанимали ее у батька под баштан. Соседние казаки, земля славная, и урожай всегда бывал на диво, но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя. Арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец. Черт знает что такое.